Я не знаю, каким чудесным образом я в прошлой серии остался жив. Что-то скрипит, что-то жует. Но она едет. А, крутяк. Сейчас кузов развалится у меня посреди дороги. Прокатившись на этой машине, но незнание – это сила. Я предполагал, что она распилена всего лишь в 3 местах и держится на центральном туннеле. Но это оказалось не так. Машина перепилена полностью, и она держится, то есть ее перед и зад держатся лишь только на тормозных трубках, глушителе и кардане. Ну и на замках дверей и замке задней крышки багажника. То есть вот эти замки, блядь, что ж ты ездишь так медленно? Они держали всю конструкцию. А без нее она не держится совсем. Сейчас я открою крышку багажника, и она развалится на 2 части. Ну, вот так перепилен весь полностью туннель, пол, пороги, ну и стойки. И, в общем, вся эта конструкция находится отдельно. Всем привет! Ко мне приехал донор, это Mitsubishi Legnum 2.5 Twin Turbo, полный привод. И я его буду переставлять в Eclipse. Но это распил, и для того, чтобы начать какие-то работы по разбору этой машины, мне придется сначала ее собрать в кучу, то есть сварить то, что было распилено при перевозке через границу, для того, чтобы она считалась куском металлолома, а не автомобилем. Я, конечно, из нее не сделаю полноценного автомобиля, может быть, даже не смогу на нем проехаться, но сварить для того, чтобы поднять его на подъемнике, мне надо обязательно. Сварить ее придется как минимум в 6 местах. Это задние стойки, стойки дверей, порог, ну и чуть-чуть, немножко надо сварить пол. В общем-то, этим я сейчас и займусь. Я сначала всю эту машину соберу, подниму, а потом буду разбирать. Ну вот так. Я уже лет 10 не держал в руках полуавтомат, варю вольфрамом среди аргона, и поэтому куча заморочек. Мне надо соединить кузовные детали как можно более плотно, чтобы я смог их сварить достаточно качественно, также обработать, зачистить все достаточно хорошо. Ну, в общем, куча заморочек. Из ничего надо было взять полуавтомат, но у меня нет даже такого аппарата. В целом одному это делать довольно-таки забавно и сложно, но можно. И вот что у меня получается.
прыжки, как на качелях, хоть как-то могут поставить кузов на место, поэтому приходится его фиксировать вот таким забавным способом. The whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand open arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on, memories never Да, конечно, если бы я делал нормальный развлекательный контент, то надо было выехать на этой машине, на распиленной, дать гарри, чтобы жопа отлетела в одну сторону, а перед уехал в другую. Но, к сожалению или счастью, мне эта машина нужна целехенькая, потому что все запчасти от нее пойдут как свап в другую, в новую машину. Поэтому повредить я ничего не могу, и ничего интересного вы в этом не увидите. Ну, а я сварил все-таки кузов. Теперь у него соединены все элементы. Ну, как сварил. Я его прихватил, конечно, он не развалится. Этого достаточно будет, чтобы его поднять на подъемник. В общем-то, теперь закрываются все двери, крышки. И при этом даже сохранились все зазоры. Вот так вот красивенько. Теперь я могу ее поднять наконец-то вверх, посмотреть, в каком она состоянии, ну и, в общем-то, начать разбирать. На всякий случай надо посмотреть, а то с высоты, чтобы она не падала. Да, тут самый стрёмный момент, когда надо зайти под машину, которая непонятно как держится на подъемнике. Но придется пройти. Вот эта черта разреза кузова пополам, как они ее перерезали
не повредив все жизненно важные узлы, непонятно. Хотя нет, вот понятно, они их все-таки отодвинули, помяли. Точнее, помяли и отодвинули в бок. Но это, в общем-то, не очень важная деталь. Главное, что не повредили ни кардан, ни... Да и выхлоп мне тоже не нужен. Да, машина прибыла из Японии. Внешнее состояние было довольно-таки приличное. Но вот то, что находится под днищем, это вообще кошмар. Машина вся гнилая. Ну как гнилая, она ржавая вся. Не гнилая, а ржавая. И, конечно, придется очень много поработать пескоструйкой и порошковой покраской, чтобы восстановить комфортный вид этих деталей. Хорошо, что кузов мне не нужен, но вот такие вещи, как подрамник, кулаки, все это, конечно, очень ржавое и очень некрасивого вида. Ну, защита бака более-менее живая. Рычаги более-менее. Горловина так себе, цветет, но еще не насквозь. Ну а сам кузов, да, конечно, это хлам. Хорошо, что он распил, хорошо, что он не нужен как машина. В общем-то, места распила. Распилили его аккуратненько. Держаться он на моей сварке будет. Так что можно приступать к разбору. Но сначала надо посмотреть, что ж тут спереди. Так, ну выхлоп нам не пригодится. Без разницы в каком состоянии. А вот здесь течет то ли раздатка, то ли моторное масло. Скорее всего, моторное масло. Как-то оно здесь по поддону. Да, это, скорее всего, моторное масло. Коробочка довольно-таки сухая. Раздатка, это, скорее всего, затекло с мотора. Но передние рычаги не такие ржавые. Даже совсем не ржавые. Да, они нам сильно тоже не нужны. В общем, то, что не нужно, все не ржавое. Все, что нужно, то ржавое. А так в целом ничего. Обычная машина. Ничего выдающегося. В общем-то, ничего удивительного, ничего сверхъестественного мы тут не увидели. Обычная машина. Да, для японской машины могла быть в более лучшем состоянии. Но, увы и ах. Но все-таки кузов нам не нужен. Внешние кузовные детали, которые, в общем-то, сейчас в продаже, они в нормальном состоянии. А под днищу, в общем-то, безводится металлолом. Мы все равно сдадим этот кузов металлолом, если его примут. Ну, не сдадим, так выкинем на мусорку. В общем, а сейчас можно снимать все детали, снимать мотор, снимать подвеску. Хотя с подвеской есть тоже большой нюанс. Чтобы эту машину можно было выкатывать, и чтобы она не занимала у меня здесь место, и чтобы можно было закатить Eclipse, в который все это свапаться будет, мне надо сделать хитрый шаг, а именно каким-то образом перебросить подвески. Ну, в общем, это будет отдельная тема. Как мне придется с этим всем заморачиваться. А сейчас мне самое главное снять мотор. Ну, а во время очередного прохода рядом с этой машиной я увидел очень интересный и загадочный для меня знак. Кто сможет догадаться о том, что это за знак, пишите в комментариях. Вверху, в верхнем комментарии я напишу условия на выполнение этого задания. Я думаю, будет какой-то денежный приз или скидка на запчасти, если они нужны с этой машины вам. В общем, жду комментариев, пишите, интересно будет. Кто догадается? Должен кто-то догадаться. Вот я собрал всю машину для того, чтобы тут же ее разобрать. Мне надо будет снять подвеску переднюю, заднюю, кардан, бак, все. А главное снять мотор с коробкой передач и начать его примерки уже в кузове Eclipse. Но это будет дальше. А сейчас я хочу напомнить, что внизу находится в описании файлик с запчастями от этого кузова. Те, что находятся в продаже. Так что кому что интересно, пишите. Все будет продаваться, точнее уже продается. И в следующей части мы посмотрим, что это нам принесло, а также то, что мы купили уже новые тюнячки, которые купили для этого проекта.
Текущая часть работ на сегодня закончена. Я от вас жду ваших комментариев, пожеланий, предложений, вопросов, если есть. Ну а также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.